Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия психологией. Итак, вот, как я уже говорила, Андрей Евгеньевич Личко продолжал традицию Петра Борисовича Ганушкина, в общем-то, развивал его идеи, связанные с малой психиатрией, и его концепция акцентуации характера, которую он предложил, она действительно является очень интересной, проработанной. Давайте с вами уже начинать переходить к тем типам, которые в большей степени соотносятся с уже, так сказать, и характерологическими, так сказать, такими проблемами, да, и в большей степени коррелируют с психиатрией. Я имею в виду как раз вот шизоидный тип, о котором мы уже немножко говорили, который здесь мы можем описать более подробно. Итак, вот шизоидный тип видится как тип, который ну, как бы в ослабленном виде несет в себе черты человека, больного шизофренией. И вот можно напомнить, что вот это вот шизу, да, это схизу, это как бы расщепление, да, схизм. И речь идет о том, что шизофреник – это человек с вот как бы такой расщепленной психикой на вот такой вот как бы интеллектуальный, так сказать, пласт, да, и пласт эмоциональный. И эти два пласта как-то не очень, так сказать, хорошо друг с другом соотносятся. И, в общем-то, конечно, если говорить о шизофрении, то эта болезнь достаточно многоликая, выделяют в настоящее время уже множество форм. Если же говорить о акцентуации, то здесь выделяют основные как бы два таких момента, да, два основных вида. Во-первых, это такой гиперэстетический, то есть гиперчувствительный такой тип. И, во-вторых, это тип такой как бы сценический, то есть вот такой активный и менее чувствительный, да, более такой, так сказать, более характерна для него так называемая эмоциональная тупость, что ли, да. Вот. И то, как вот в классических произведениях описывается шизоид, классический шизоид, вот такой ярко выраженный, да, чем-то напоминающий шизофреника, это, в общем-то, человек достаточно закрытый, малообщительный, погруженный в свои какие-то очень оригинальные и не именно искренние увлечения, нестандартные, не шаблонные. И вот человек, который как бы напоминает вот это кречмеровское описание, такое классическое, что вот он напоминает вот такие вот римские виллы, которые, так сказать, снаружи оттесаны грубым камнем, зато внутри совершаются пиры. А внутри это какие-то, я не знаю, увлечения там математикой, шахматами, поэзией, вот древними языками, вот чем угодно. И вот на самом деле специалисты по дифференциальной психологии, они нередко говорят, что среди шизоидов очень много людей весьма одаренных, которые строили там философские системы, которые изобретали какие-то машинные механизмы, которые открывали какие-то законы в различных науках, там физики, химии, биологии и так далее. То есть вот как бы нацеленность на познание окружающего мира – это то, что достаточно характерно для шизоида, причем познание именно с точки зрения понимания внутренних законов, да, как бы вот такого глубинного познания. То есть построение каких-то систем, теорий, закономерностей там, и так далее. И вот, скажем, да, достаточно типичное такое, да, типичный пример увлечения шизоидного, например, да, там подростка или юноши, это, например, там сочинять стихи, причем с какими-то такими формальными характеристиками. Например, такие, которые как бы сначала в конец и с конца в начало, ну, например, читаются одинаково. Да, вот какие-то такие замысловатые моменты, которые, в общем-то, могут указать на вот такую склонность к вот этому шизоидному типу. Если говорить об общении такого человека, то, в общем-то, здесь как раз вот Личко отмечает, что для этого типа характерно
характерна недостаточность межличностной интуиции. То есть человеку этого типа очень трудно установить вот этот вот эмоциональный контакт, вот как бы эмпатию такую, да, вот проявить и ощутить, что же переживает другой человек. Причем при нормальной совершенно детской, да, как бы вот тенденции, да, к общению, нормальному детскому желанию общаться, уже с детства вот эти будущие представители этого типа, они понимают, что вот это как-то не их, у них не получается установить дружеский контакт, как бы быть на одной волне с другим человеком и с ним, в общем-то, вот так жить в унисон, да. И, в общем-то, это приводит к тому, что они вот все более и более отдаляются от людей и погружаются в какие-то собственные, вот зачастую оригинальные увлечения. Если говорить о вот предикторах, да, вот этой шизоидной акцентуации, то, в общем-то, как правило, вот этот тип виден уже в раннем детстве. То есть такой ребенок предпочитает играть один, игры он изобретает себе сам, зачастую они достаточно необычные, оригинальные, своеобразные, да, он нередко, так сказать, склонен к тому, чтобы слушать разговоры взрослых, и причем он по-взрослому их понимает, иногда может даже что-то такое вставить, так сказать, отдельное, свидетельствующее о том, что ему все это понятно. И вот действительно для таких людей далее, так сказать, проблема контакта с другим человеком, она может быть довольно серьезной. И, скажем, вот шизоидные молодые люди, которые оказываются в церковной ограде, они, в общем-то, ну, продолжают обладать теми же особенностями. И вот я вернусь к тому, как предлагает Василий Евгеньевич Коляда, ну, как-то помогать, да, помогать этим, значит, вот этой молодежи, да, вот с шизоидностью. Это могут быть и юноши, и девушки, это как бы не связано, так сказать, тесно с полом. И вот всевозможные виды взаимодействия каких-то, да, вот каких-то, какой-то подготовки каких-то докладов, там, не знаю, расширение кругозора, да, каких-то спектаклей. Да, это все то, все те формы, которые могут помочь шизоидному характеру как-то вот приблизиться к другим людям, осуществляя с ними какую-то совместную деятельность. Значит, тип следующий, который выделяется Личко, это эпилептоидный. И это также, как вы понимаете, слово, которое производится от названия болезни эпилепсия или эпилепсия, в общем-то, и те, и другие ударения возможны. И вот для эпилептоида, что характерно для выраженного эпилептоида, да, характерно то, что вот присутствует такая вот как бы замедленность, инертность и вот как, опять же, да, классическая формулировка психиатров, так сказать, гласит о них, это вот такой вот злобно-тоскливый фон настроения. То есть, как правило, это вот нарастающее, постепенно, инертно нарастающее какое-то вот такое вот раздражение, злоба, тоска и так далее, которые в конце концов приводят к тому, что вот подобно тому, как с парового котла может в конце концов там слететь крышка или он может взорваться, значит, может наступить некоторый такой взрыв. Причем вот эпилептоид, конечно, неудобен для окружающих, да, тем, что вот этот взрыв может быть, ну, как бы с самыми разными последствиями. То есть человек может даже проявлять какую-то агрессию по отношению к людям, которые вокруг. Причем это совершенно не важно, что эти люди, допустим, дети, да, или что эти какие-то пожилые люди, там, старушки какие-то, да. То есть вот эта разрядка может быть осуществлена вот на любых людей, которые окажутся под рукой. И это, безусловно, вот довольно серьезная неприятная особенность вот этого эпилептоидного типа. При всем том, конечно, если говорить вот о такой вот энергетической, рабочей характеристике эпилептоида, то действительно вот эта вот способность, да, осуществлять какую-то деятельность, вот, направленную на что-то, проявлять в этом постоянство, так сказать, решительность и так далее, да, это то, что для этого типа весьма характерно.
Если говорить о предикторах, да, если говорить о детстве, то здесь как раз также этот тип можно угадать, начиная с раннего детства. Конечно, это вот наследственность, так же, как при шизоидном типе, вот какая-то наследственность, также при эпилептоидном типе. Возможно, что в роду там где-то, да, в семье вот были или есть эпилептики. Вот здесь вот в детстве могут быть как бы такие проявления, как вот такое уже стремление властвовать в детской компании, оно будет и потом, так сказать, вот стремление властвовать окружающими людьми, в частности, теми, кто, вот скажем, является объектом таких романтических отношений для эпилептоида. То есть вот ревность, так сказать, это очень тяжелая такая ноша для эпилептоида. Это очень выраженная особенность. И, в общем-то, вот эти особенности, они присутствуют уже в детстве. Это может выглядеть как, значит, вот такая вот властность и деспотизм чуть ли не в песочнице, да. Это может быть даже и жестокость к животным. Это может быть и вот как бы бережение всего своего, то есть вот все свое тоже, так сказать, очень так вот ценится. И вот мои игрушки, мои учебники, мои тетрадки, да, вот это то, что нельзя трогать, как-то вот в это вмешиваться, как-то это перемещать с места на место. Это, в общем-то, тоже ряд неудобств с эпилептоидом, так сказать, вот уже, так сказать, развившимся, да, и с, так сказать, ребенком, который, скорее всего, вырастет в представителя такого типа. Вот, значит, такого как бы рода характер, да, и вот тоже достаточно такой ярко выраженный такой тип, да, это истероидный тип. Понятно, что это вот значит, происходит от диагноза истерии, то есть истерический невроз. И прежде всего для истероида характерна демонстративность. То есть очень важно остаться, так сказать, не остаться незамеченным. Очень важно, чтобы обратили внимание на этого человека. И иногда, так сказать, говорят хистрионное, так сказать, поведение, то есть немножко скоморожье поведение тоже возможно. То есть человек, который всячески стремится себя как бы выставить на показ, и это делается и за счет каких-то модных увлечений, какой-то очень яркой, там, экстравагантной одежды, и каких-то увлечений, там, не знаю, театром, эстрадой и так далее, да, вот это действительно характерно для этого типа. Могут быть и такие вот как бы псевдосуициды, которые ну, как бы направлены на то, чтобы обратить на себя внимание каких-то людей. И психиатры как раз вот такого рода суициды по их особенностям, так сказать, различают. И вот сложность вот этого типа истероидного вообще, так сказать, в социуме состоит в том, что и в плане, так сказать, их лечения, да, состоит в том, что они очень трудно осознают свои вот эти особенности, скажем, да, вот возможность, скажем, приукрасить вплоть до некоторой степени лжи, да, вот для того, чтобы чем-то похвалиться, да, или заслужить какую-то похвалу, или заслужить внимание, да, вот это то, что ими плохо осознается, и, в общем-то, вот в результате оказания им помощи это достаточно сложная история. И вот я бы хотела остановиться на некоторых таких вот очень обобщенных характеристиках, которые дает как раз Василий Глебович Коведа в своих рекомендациях священнослужителям, когда он говорит о том, каким образом и за счет чего тот или иной тип акцентуации может приходить к вере и каким образом он может вести себя в церковной среде. Вот если говорить о шизоиде, значит, человек такого типа зачастую приходит в храм для встречи с Богом, потому что люди не могут его понять. То есть он себя видит настолько оригинальным, что вот как бы остается только вот искать Бога, может быть, там будет взаимопонимание.
И очень важно в общении с человеком шизоидного плана именно не ссылаться на какие-то авторитеты, которые для шизоида вот почти не существуют, а именно рассуждать, приводить аргументы, то есть как бы вот вести такого рода диалог умственный, вот с какой-то важной аргументацией, которая может привести человека, скажем, вот к согласию с, допустим, каким-то церковным вероучительным положением. Если говорить о психостенике, да, вот об этом психостеническом типе, то в большей степени, по мнению профессора Калиде, такой человек может приходить в храм к вере из-за страха смерти. А если есть Бог, то значит есть бессмертие. И вот, так сказать, целый ряд значит, проблем может быть с психостеником, о которых мы уже говорили. Эпилептоид скорее приходит в церковь потому, что в мире нет порядка, вокруг люди, которых надо наказывать и учить, а Бог – это единственный авторитет, источник как бы власти и силы. Да? То есть как бы вот эпилептоид рассуждает примерно так. Гипертим, вот, с которого мы начали наше с вами знакомство, с классификацией Личко, он скорее говорит о том, или вернее как бы приходит потому, что да, не всегда этот человек осознает, что жизнь не может кончиться просто так, следовательно, она должна продолжаться вечно, следовательно, есть Бог. Да? То есть вот таким стихийным образом да, гипертим может прийти к своей вере. Ну, если говорить об астероиде, то, в общем-то, для него его вера тоже может быть некоторым таким оригинальным как бы увлечением, и очень важно человеку там себя показать какие-то свои мысли, да, так сказать, свои значит, идеи, вот свои там точки зрения именно как свои, да, не как бы какие-то глубинные, да, вот мысли, которые сами по себе важны, а именно для того, чтобы была вот такого рода демонстрация. Я хочу предупредить о том, что, в общем-то, для того, чтобы как-то овладеть вот этой вот типологией Личко, очень важно в нее вчитаться, потому что поначалу действительно может быть такое, о чем мы с вами как раз говорили, да, приводя цитату одного из студентов Ганушкина, что, ознакомившись в первом приближении с симптоматикой, человек начинает выискивать у себя просто все подряд. Да? Вот. А как бы для того, чтобы уже как-то к этой классификации приблизиться, вот очень важно в нее вчитаться, вдуматься и вот, может быть, ознакомиться также и с диагностическими инструментами, которые помогают ориентироваться в типах акцентуаций. Я думаю, что на этом мы можем закончить вот это вот краткое знакомство с акцентуированными типами по Личко, по Леонгарду, и приступить на следующих уроках к следующим темам. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.